Привет, с вами Алена. Сегодня у нас нестандартный случай или случай, может быть, который не показывают другие мастера. Вы сейчас наблюдаете ногти человека, который прошел 9 химиотерапий. То есть ногти онкобольного, сейчас она находится в состоянии ремиссии. Но, как все знают, наверное, после химиотерапии выпадают волосы, брови и даже ресницы. Но кроме этого также страдают ногти. Конечно, все это восстанавливается, и волосы отрастают, и все абсолютно возвращается, как было. Но мы сейчас говорим про ногти. То есть такая проблема есть как на руках, так и на ногах. То есть они не больные, там, не какие-то неправильные. То есть просто здесь идет отторжение, если можно так выразиться, вот этих вот тканей. И наша задача произвести этому человеку грамотную зачистку, аккуратно, чтобы ей не было больно или неприятно, потому что, я думаю, что всем понятно, что человек так натерпелся, и таким людям нужно особое внимание и деликатный подход. По крайней мере, так считаем мы. В общем, что с ней произошло? Во-первых, я хочу ей передать большой привет и сказать ей спасибо, потому что, вы не поверите, она нашла нас через YouTube, она нашла нас через интернет, нашла нас в Казани, наш салон, записалась и пришла. И, честно, вот Лена выполняет процедуру, я хотела сказать, насколько у этого человека... Вот мы восхищались тем, что, у нее такая вот воля к жизни, такое желание жить, она даже про нее нельзя сказать, что она не сдается. То есть она даже вообще не рассматривает такого варианта. К сожалению, я пока не успела с ней познакомиться, но из рассказа Лены, которая просто с таким восхищением рассказывала, знаете, я даже захлебываюсь, мне не хватает слов, чтобы выразить то, что я почувствовала, когда мне Лена рассказала про эту чудесную женщину, у которой есть большое желание жить, и воля к жизни, которая пережила 9 химиотерапий. Я не знаю, мне кажется, ей памятник можно поставить. И после всего, что с ней произошло, она понимала, что ей нужно решить проблему с ее ногтями, потому что они просто стали отходить. Такое отторжение ногтевой пластины после облучения. И все, что ей сказали врачи, что можно просто удалить это хирургическим путем. Но поверьте мне, человек, который пережил все, что ему пришлось пережить после того, как, простите за, может быть, такую прямоту, да, когда у тебя отвалились и волосы, и ресницы, понятно, что вырастет заново, но это все равно для женщины неприятно. И когда тебе говорят, что тебе еще и ногти хотят удалить, я ее очень понимаю по-женски, что она просто не готова была это сделать. И она очень рада была, что наткнулась на нас в интернете и что мы ей смогли помочь. И здесь все на самом деле, в общем-то, точно так же, как у любых других ногтей с анихолизисом. Немного другие изменения. И сейчас давайте не будем, только я вас умоляю, слушайте внимательно, не пишите никаких гадостей, я считаю, что это вообще здесь неуместно. То есть никто эти ногти не запускал, а это такие процессы, которые человек не может контролировать. И мы просто делаем зачистку, то есть убираем длину, убираем всю пораженную часть, и после того, как Лена зачистила вот эту верхнюю часть, мы видим, что уже наполовину пластина отросла, то есть она уже здоровая, она нормальная, она чистая, мы будем продолжать ей делать зачистки по необходимости, и поможем ноготочку отрасти комфортно и без каких-либо проблем. И сейчас такое небольшое лирическое отступление. Я знаю, что она будет нас смотреть. Естественно, в целях уважения, конфиденциальности мы не будем раскрывать имя, но тем не менее я знаю, что вы нас смотрите. И я думаю, что будет очень здорово и классно, если в комментариях мы все ее поддержим. И на самом деле, насколько здорово, что человек все равно продолжает заниматься собой. Еще раз повторюсь, то есть она не то чтобы не сдалась или руки у нее не опустились, она действительно, она уверена в том, что все будет хорошо, и вот такой человек может победить эту болезнь. И вообще в наше время рак – это не приговор, то есть это не какой-то рекламный лозунг, да, а действительно сейчас эти проблемы решаются, люди восстанавливаются и живут счастливой, полной жизнью, и все будет хорошо. И главное, что у нас есть возможность ощутить себя к этому причастными, ведь на самом деле больше всего мы хотим не просто красоту на ногтях делать красивые дизайны, больше всего нам нравится помогать людям. Да, мы не врачи, да, мы просто стрижем, зачищаем ногти, или нас часто называют ногтепилками, но когда ты себя ощущаешь причастным к чему-то такому, если можно выразиться, глобальному, и видеть, как человек радуется, какое чувство облегчения он испытывает, у всех разные, сложности, свои какие-то проблемы.
сколько благодарности его переполняет, это на самом деле, наверное, самая лучшая награда. То есть с каким восторгом мне об этом рассказывала Лена, я даже не могу передать. И я очень хочу в следующий раз встретиться с этой женщиной и познакомиться с ней лично, потому что, заочно вроде как бы мы уже, получается, знакомы. Она знакома со мной по нашим видео. И, конечно, мне бы хотелось лично ей сказать, что я очень желаю ей скорейшего выздоровления, стабилизации ее состояния, чтобы все ногти отросли, и все остальные части, которые должны отрасти, обязательно отрастут, и все у вас будет хорошо. Смотрите, какая красота получается, какие чистые ноготочки, и они абсолютно нормального, здорового цвета, то есть все уже последствия химиотерапии проходят, и организм начинает набираться сил и полностью восстанавливается. Вот, на этом я, наверное, свое повествование закончу и хочу задать вопрос мастерам. Часто ли, вообще приходят ли к вам такие клиенты, берете ли вы с такими случаями? То есть, на самом деле, я бы не могла сказать, что это проблема, потому что выглядит это все достаточно стандартненько. Работаете ли вы, например, опять-таки, с диабетом, с аллергией и так далее, или вот псориаз, например, тоже такая достаточно интересная тема, то есть там, постоянно приходится делать зачистки, и тут мастер маникюра, педикюра может только, почистить больше ничего, потому что, еще раз повторюсь, мы не доктора, мы не назначаем препараты, мы просто оказываем помощь подлогическую, как-то так, наверное, это называется. Вот, мне бы хотелось об этом поговорить, и еще раз, я думаю, что слова поддержки нам не помешают. Пишите в комментариях все, что вы думаете по поводу этой работы. Здесь специально фотография сделана без увлажнения, то есть то, как выглядит зачистка. Пока оставляем в таком состоянии и будем наблюдать. Ну что, с вами была Алена, я жду ваших комментариев. Пока-пока, до новых встреч!